Всем привет! Сегодня у нас мастер-класс будет держателя для бумажных полотенец. На канале будет их 3, пока что первый. Значит, мне нужна деревянная заготовка, мне нужно полотенце и мне нужна будет форма, по которой я буду плести. Значит, что это за деревянная заготовка? Это штапики, отрезанные нужной мне длины, между собой склеила клеем ПВА, и вот такое вот у меня получилось. Я измерила высоту, оставив немножечко буквально пару сантиметров на поверхности. Если вам так не нравится, можете сделать прям вровень с полотенцем. Деревянную заготовку можно заменить. Чем можно заменить? Можно трубочки вместе скрутить, можно какую-нибудь пруд деревянный взять, да, там на улице вырезать какой-то. Ну, в общем, вот такое приспособление я для себя сделала. Сюда у меня пошло один штапель, даже еще там кусочек остался. Итак, что мне нужно? Для начала я беру, соединяю трубочки между собой 2 на 2. То есть соединяю все широкими концами. Так. Раз. Два. Три. И последнее, четвертое. То есть мы делаем 2 на 2. Есть. Теперь я беру и складываю так, чтобы стыки у меня трубочек были по бокам, чтобы трубочка, которую я буду сейчас рабочей оплетать, закрыла мне вот эти вот стыки. Итак, беру трубочку, также соединяю. И оплетаю. Можете в руках, кому удобно в руках, делайте в руках. Поднять и вот так вот заводить. Раз. Два. И 3. Так, примеряем на нашу заготовку. Мы будем ее сейчас оплетать. Подставляю вот так. Опускаю. И сейчас веревочкой из 2 я буду оплетать. Можете ситцем оплетать, как вам будет удобно. Но я начало в любом случае начну оплетать веревочкой из 2, для того, чтобы закрепить хорошо нашу заготовку. Можно не оплетать веревочкой из 2, можно оплести спиральным плетением. То есть выбор уже за вами. Для чего я взяла деревянную заготовку? Для того, чтобы был жесткий вот этот вот стержень, на который будет одеваться наше бумажное полотенце. Вот первые рядочки, они очень неудобные, но придется чуть-чуть поиграться. Так. Буквально рядов, наверное, 5 я проплету. Так. И закрываю ряд. Дальше снова оплетаю. Можете, я же говорю, не заморачиваться. Вы там можете купить деревянную заготовку именно для такого дела. Но я, как говорится, не захотелось вот такую сделать. Так. И вот так сейчас по кругу буду оплетать.
Может быть, даже и спиральным плетением было бы намного легче это сделать. Но я, как обычно, создаю себе проблемы. Так. Вот так. То есть все вот так вот по кругу я сейчас буду оплетать полностью вот до вот этого вот момента. Я сейчас оплету, пару рядочков проплету еще веревочкой из 2, для того, чтобы хорошо зафиксировать. А потом перейду на ситец. Тем более у меня покрашено в цвет, поэтому я не переживаю. Все, оплету, включусь, покажу, что мы делаем дальше. Так, заканчиваю я наше плетение. Здесь уже я поменяла стойки, потому что не хватало. И здесь я буду уже плести веревочкой из 2. Вот. Чтобы закрепить наши, будем так говорить, наши трубочки и, естественно, зацепить наше наращивание. Так, вот почти конец. Так, ну тут еще можно рядочек один проплести. Вот, чтобы прям плетение было вровень в ровень. Вот. Сейчас здесь я наращу. Так. Так, ну и подошли мы к концу. Вот, все. И вот такая вот у нас колбаса, я бы сказала, получается. Можете сделать, кстати, у меня здесь 4, и она получилась квадратной. Поставьте 5, и у вас будет круглая. Так, теперь дальше. Что я делаю? Я отгибаю наши вот эти стойки равномерно. Вот. И теперь начинаю плести по кругу. Сейчас проплету один ряд. Чтобы хотя бы просто выровнять. Вот так. Плотно-плотно прижимать. Здесь расстояние очень большое для такого плетения. Но можно еще сделать по-другому. Давайте мы так и сделаем. Я вот сюда, где у нас вот трубочки, вставлю еще, сейчас покажу, по одной трубочке. Сейчас обрежу тупые концы. Вот обрезаю тупые концы. И что мы сделаем? Мы вставим сейчас по одной или по 2 трубочки. Сейчас посмотрим, насколько у нас хватит. Вот так. Вот сюда, между стоечками. Мы дополнительно вставим, ну, здесь 2 не получится, хотя, в принципе, нормально было 2. Но сейчас мы поставим, и как раз, я надеюсь, видно, а то я так отодвинулась. Поставим по одной трубочке. Сюда. И сюда. Вот. И теперь будет немножко легче с расстоянием. Вот так. Развернем.
Вот. Вот. Теперь чуть-чуть легче. Так будет оплетать. Так. Теперь я буду подставлять еще по одной. Но при этом сразу буду проплетать по 2. То есть я буду рассоединять. Это сложно, но возможно. Вот так подставляю. И вот так рассоединяю. Можете не рассоединять сразу. Можете, допустим, подставить одну. Хорошо, нужно все подтягивать, чтобы выравнивать расстояние между стойками. Можете подставить, допустим, да, и, ну, 4-ю я имею в виду, и проплести еще ряд, чтобы их зафиксировать, если у вас не получается вот так вот проплетать. То есть мы сейчас разводим наши стойки. Так. Здесь мне нужно нарастить. Так. И подставлю 4-ю, вот 2-ю. Вот так. Все. И теперь мне нужно проплести, чтобы это все дело зафиксировать вот таким вот образом. Хотя бы еще рядочка 3-4. Вылезла. Видите? Очень плотно прижимайте. Так, сейчас я наращу. Концы у трубочек я срезаю вот так. Мне так просто удобно. Можете не срезать. Это усмотрение каждого. Мне так просто больше нравится в последнее время. Так. Все. Мы вот подошли к началу. Теперь мы наши стоечки будем разводить по одной. Так. Вот.
И здесь. Теперь здесь. Здесь наращу. Так. Теперь здесь. Есть. Так. И последнее. Вытащилась, потянула сильно. Все. Этого количества стоек у нас вполне достаточно. Вот. И вот такая вот штука у нас получается. Теперь, сколько нам нужно будет плести? Значит, во-первых, нам нужна форма под вот этот рулон. Что у меня есть? Я когда-то плела вазу, и у меня 2-литровая бутылка с водой. Я ее обмотала этим картоном. И вот если посмотреть, она очень хорошо входит вот наш рулончик. Вот. Поэтому можете свободно взять 2-литровую бутылку воды. Ну, опять же таки, смотря какой у кого будет, какое будет бумажное полотенце. Они шире бывают. У меня вот такое. Я сейчас покажу, скажу, сколько здесь размер какой, чтобы вы приблизительно ориентировались. Сейчас попробую найти. У меня тут был сантиметр когда-то. Я уже его не найду. Там, по-моему, 30 с чем-то сантиметров. Знаете, что я сейчас сделаю? У меня была вот рулетка. Я рулеткой померяю. Ну, приблизительно там. Вот. 32 сантиметра у меня получается. А здесь у меня диаметр этой формы 36 сантиметров. Вот. Поэтому мы плетем, значит, пока вот примеряя линеечку, да, вот мы примерили, вот у меня 11 сантиметров получается форма. Я буду, ну, диаметр, я имею в виду, я буду плести, чтобы у меня было вот так 12 сантиметров. То есть я плету на 1 сантиметр больше, чем форма. Вот, то есть я по кругу проплетаю, еще раз повторюсь, 12 сантиметров. Проплету, включусь и покажу, что делаем дальше. Так, проплела я. Теперь прячем хвостики. То есть мне эти хвостики не нужны. Сейчас я... Вот так. И теперь следующее. Все, здесь мы спрятали. И теперь
пока мы будем плести кое-что другое, мы вот эти части вот так вот, нашей стоечки, вот так примнем. Так. Вот так. И вот так вот я одену резиночку. Не сильно, но так просто накину. И все. Отставляю пока это в сторону. Далее мы берем наши трубочки. Следующее будем плести. И складываем 4 на 4. Соединяем широкими концами. То есть нам нужно будет еще сплести еще один круг точно такого же диаметра. Так, сейчас я соединю. Ну, конечно, лучше. Пусть будет тоже так. Нет, мы сейчас, знаете, что сделаем? Мы сейчас не будем соединять. Мы соединим это позднее. Для чего? Потому что у нас впереди будет наращивание. И дабы не наращивать, будем так говорить, где-то вот в этом месте, а здесь у нас будет в любом случае вот эти наращиваться, то нижние мы нарастим чуть-чуть по-другому. Сейчас все будет понятно вам. Так, 4 на 4. И начинаем обплетать. Завяжу и поехали. Так. Так. Вот так. Так, дальше развожу сразу по 2, второй ряд. Рядочки закрываю. Вот. И мы так проплетем 5 рядов. То есть это первый. Нам еще нужно будет проплести 4 ряда. И тогда мы будем рассоединять по одной трубочке и доплетать до нужного диаметра по одной трубочке. Точнее, стоечки. Вот так вот. Проплетаем. Я уже с вами проплету. Здесь недолго. Здесь я наращу. Так, это у нас третий. Закончили, четвертый пошли.
И теперь у нас будет последний 5-й ряд, в котором мы будем разводить наши стойки. Готово. И последний 5-й. Здесь нужно нарастить. Так, вот 5-й мы закончили. И сразу начинаем разводить по одной стоечке. Вот так. И с вами плетем точно так же 12 сантиметров. Так как и вот это вот наша часть. То есть у вас, я не знаю, какая будет она. То есть мы доплетаем, вот плетем точно так же по размеру, как и этот. Я доплету и включусь. Так, сплела. Теперь переворачиваю на обратную сторону. И подставляю нашу вот эту вот штучку, которую мы плели. И что теперь, значит? Вот эти вот наши могут не совпадать. Такое может быть. У меня здесь не все совпадает. Но это не проблема. Значит, выравниваем. И нам теперь нужно вот сюда поставить форму нашу вовнутрь. Вот. Вот сюда. Так, поставить вовнутрь. У меня низ чуть-чуть больше, там буквально на пару миллиметров, чем вверх. Я уже не стала переделывать. Я сейчас покажу, как можно обойтись. Сейчас поставим форму. Вот ставим вот так вот форму нашу. Вот. Выставляю. И нужно что-то тяжелое вот туда поставить. Ну и параллельно я еще под низ поставлю, потому что, чтобы удобнее мне было крутить, я так сказала. Все, выставила. Так. И вот я что-нибудь сюда сейчас поставляю. У меня есть такие пеноплексовые кусочки. Они туда прекрасно войдут, чтобы не прогибалось. Вот так. То есть что-нибудь вовнутрь нужно нам вставить, дабы не было прогиба. Ну, то есть, чтобы наша форма не гнулась. Вот так. Когда мы будем плести. Готово. Теперь нужно что-то еще вовнутрь поставить, а мы поставим, вот у меня есть такой утяжелитель монетки, вот так туда мы это все и поставим. Все. Теперь, как я говорила, у меня нижний ряд, он чуть-чуть получается выше, шире, чем вот эта вот верхняя у нас часть. И как я буду поступать? Я сейчас вот эти вот наши, где-то резиночку возьму, чтобы мне не мешал соберем. Потому что я хочу сейчас проплести нижний ряд, чтобы чуть-чуть выровнять
высоту. Так, туда. Так. У вас такая ситуация тоже может быть, что не совпадет. Так. Так, потом все выровняется. И последние наши две. Вот так. Все. Значит, теперь вот эту вот нижнюю часть я сейчас буду приподнимать и направлять приблизительно хотя бы, чтобы у меня было на уровне. То есть рядом вот со стойкой. То есть вот проплетаю обычной веревочкой из двух. Вот так. И выравниваю сразу стойки. По возможности, как получится. То есть я плету пока только нижнюю. Верхнюю я не цепляю, не трогаю. До верхней мы еще дойдем. Буквально один ряд, чтобы выровнять высоту. Потому что у нас же здесь получается, грубо говоря, два блинчика, да? Один стоит на одном, и все равно есть промежуток между по высоте. Вот. И параллельно я выравниваю стоечки, чтобы они становились рядышком друг с другом, потому что у меня стойки будут спаренные, то есть двойные, иными словами. Сейчас наращу. Так. И вот как бы так слегка подтягиваю к соседней стойке, вот рядышком стойки. Так, есть. Теперь это. Вот видите, насколько расходятся. Но я вот так вот беру нижнюю и вот так вот кверху подтягиваю. И здесь тоже не чуть-чуть друг от друга. Ну вот так. Я проплету. Так, и я закрываю ряд. Все. Ряд у меня закрылся. Вот. Теперь, что я хочу еще сделать? Для того, чтобы, как говорится, было наверняка, я сейчас сделаю одну штуку. Вот так вот. Там, где у нас деревяшка, я вот так хорошо это все дело промажу клеем. Вот. И ставлю на место. То есть это для уверенности, что все у нас будет держаться. Естественно, чтобы наша деревяшечка прикрепилась к нашей нижней части. Вот так. Дальше что я делаю?
я беру, подставляю еще одну трубочку. Вот. В любом месте можно прям вовнутрь вот так вот завести. И начинаю проплетать веревочку из 3, но при этом буду захватывать вот эту вот нашу трубочку. То есть захватывать уже 2. И стойку с верхнего блинчика, да, и стойку с нижнего. Здесь сейчас наращу. Здесь мне уже резинка, по сути, не нужна. 1. Первые ряды у нас, как всегда, неудобны, потому что нужно постоянно все придерживать, но это только первые ряды. Так. И по 2 захватывая с верхней части и с нижней части, мы проплетаем. И стараемся хорошо прижимать к форме. Так. Проплетаем веревочку из 3. Так, дальше. И теперь это следующее. Так, дальше. Так, не там нарастила. Дальше. И мы подходим к нашему началу. Так, наше начало. Перед 2 за 3 я здесь сейчас наращу. Перед 2 за 3. И сейчас последняя. Вот так. Все. Мы соединили все вместе, все в кучку. Теперь я еще проплету веревочкой из 3, буквально, ну, чтобы сделать бортик такой небольшой. Ну, не знаю, рядочка еще 2. Можно 3. Проплету еще 3 ряда. Сейчас этот закончу. И потом еще 2 рядочка. При этом я поменяю наши стойки. Вот. После того, как проплету этот ряд сейчас, я поменяю стоечки. Я сейчас проплету
Включусь и покажу, что дальше. Я заканчиваю ряд. Последний. Теперь, значит, обратите внимание. Я меняла стойки, но 2 я оставила, не меняла. Почему? Потому что здесь у меня будет отверстие. То есть для того, чтобы можно было оторвать, да, там кусочек бумажного полотенца. Но где я оставила? Вот сейчас я вам покажу. Закрываю ряд нашей веревочкой из 3. Так, значит, буду оставлять в работе только одну трубочку. Поэтому делаю вот так. Раз. То есть вот наши, ну здесь я уже заправила, да? 1, 2, 3. Вот после 3 я вот эти 2 оставила. То есть я их не трогала. Они у меня будут служить, то есть, как я говорила, вот отверстием. Но мне нужно спрятать еще вот этот хвостик 3. Прячу вот перед стойкой между плетением. Все. И вот у меня в работе осталось вот 2 трубочки. Сейчас я тут себе поверну немножко форму. Вот так. Все. Теперь что я делаю? Я плету простым ситцем, без всякого можно здесь поставить и 3 стойки. Вот сюда. Можно здесь шпажку поставить. Давайте я поставлю еще одну стоечку для жесткости. Вы можете, еще раз повторюсь, можете поставить шпажку. Так, ставлю с внутренней стороны. Вот туда. Все. Завела. И теперь поставлю еще с этой стороны. Вот туда. Вот. Все. И буду делать развороты на вот этих стойках. Сейчас иду в одну сторону. Выравниваем наши сразу стоечки, если где-то что-то. Так. Так. Сюда. Обычный ситец одной трубочкой. Вот мы подошли к обратной стороне. Вот. И здесь делаю разворот. Здесь наращу. Все, дальше уже вы плетете по высоте так, как вам будет удобно. То есть, либо это будет у вас выше вашего держателя полотенец, да, либо это будет ниже, либо это будет вровень. То есть это вы уже решаете сами. На вот этих вот стойках передних старайтесь не затягивать. И все. И вот так до нужной вам высоты мы проплетаем.
Все, я проплету и включусь, покажу, что в итоге у меня получилось. Все, вот так. Так, проплела я высоту. И что у меня получается? Мне нужно проплести приблизительно вот так вот по высоте. Но какая ситуация? Получается, что вот заканчиваются у меня трубочки. Если я буду плести ситцем, естественно, что снизу будет видно вот эти вот скрутка вот это. И как я буду поступать? Значит, что я делаю? Я сейчас добавляю еще одну трубочку к ситцу вот сюда. И буду проплетать веревочку из 2 вот до нужной мне высоты. Вот я вышла вот сюда. Поставлю груз сверху. Так, вот я подошла к началу. То есть делаю разворот, и мне нужно будет идти в обратном направлении. Так, как можно сделать? Так. Можно подставить с этой стороны. Можно сзади. Вот сюда. Вот так. И вывести сюда. Сейчас посмотрим вот сюда. Угу. Вот. И как мы будем идти? Я буду в обратном направлении идти сейчас. Обратной веревочкой. Вот. Вот так будет. То есть таким образом мы скрываем. Просто если можно нарастить, не вопрос. Но, ну, во-первых, лишняя трата трубочек, я считаю. А во-вторых, ну, мы так сэкономим. И заодно выровняем рядки, выровняем стойки, если где-то что-то повело. То есть мы сейчас плетем веревочкой из 2, чередуя обратную и прямую. То есть я плету в основном слева направо. Вот сейчас у меня идет плетение справа налево, поэтому я плету обратной веревочкой. Вот. Когда я сделаю сейчас разворот, сейчас дойду на ту сторону, покажу. Я буду плести прямой веревочкой, то есть буду сохранять рисунок. Вот, и сейчас мне нужно сделать разворот. Так. Поверну, чтобы было видно. Вот. Приминаю. Верхнюю назад. И также не затягиваю. Оставляю чуть-чуть. Все, назад я иду прямой веревочкой. И так уже я буду плести до нужной мне высоты вот здесь. Я сейчас доплету и включусь. Так, закончила я свою высоту. И теперь мне нужно спрятать вот эти вот хвостики. Значит, вот этот хвостик я буду прятать вот, как его показать, сзади, вот сзади этих стоек. То есть я его подрежу сейчас. А можно его еще, знаете где? Рядышком со стойкой вот здесь завести. Вот прям рядом. Вот так. Сюда заводим. Обнимаем. Вот. И в то же место мы спрячем вот этот наш хвостик. Только сзади. Сейчас я выну нашу форму.
И вот туда же сзади, вот сюда, вот сюда я буду прятать. Так, и сейчас попробую вот туда хорошо воткнуть. Вот так. Все. И сзади мы все это дело спрятали. Так, теперь равняем все наши по размеру 25, 25, 25, 25, 25 и 25. Чуть-чуть с этой стороны. Есть. Все. Теперь буду закрывать это дело розгой в 2 трубочки. Вот у меня есть 2 стойки. Опускаю вот таким вот образом. Вот одна и вторая. Вот я завожу одну стойку и рядышком укладываю вторую. Нет, не так. Сейчас я неправильно поставлю еще одну стойку. Там у меня была короткая. Вот так. Вот одну завела вот сюда. И рядом опустила следующую. Эту подрезаю вот сюда. Дальше завела и опустила. Точно так же подрезаю вторую. То есть розга в 2 трубочки. Вот как раз, видите, еле-еле вписываемся. Так. Вот это коротковато. Надо вернуться и ее нарастить. Обрежу. И вот хорошо, что мы с вами проплели веревочку из 2. Я сейчас вставлю стойку. И ее не видно будет совсем там, где мы вставляли. Вот она тут. Так, здесь хватает. А это может, видите, не хватить. Поэтому подрежу и эту. И рядом с ней заменю. Поставлю рядышком. Так, что у меня тут напутано. Теперь это. Здесь вот этот кончик нужно хорошо прятать. Веревочкой из 3 и эту заменю. Это коротковатая, мне не нравится. Чем хорошо то, что веревочка из 3, да, розга, прошу прощения, из 3, это тем, что мы, здесь еще нужно, тем, что площадь самой загибки немножко больше, чем веревочкой розга из 2. Ну, и хвостики немножко тяжелее прятать. Но мы их покороче будем обрезать, для того, чтобы можно было вот так вот это все дело подправлять. Так, смотрим. Это может тоже, видите, не хватить. Сразу же подрежу. А давайте сделаем проще. Я эти срежу полностью и поставлю другие для загибки. Так будет правильнее
И так будет надежнее. Сюда я не буду ставить никакой загиб, никаких трубочек не буду ставить. А я буду ставить по ходу плетения. Вот я сюда. Так, значит, завела, опустила. И здесь, по сути, идет пол трубочки на такую загибку. Так, завела. И хвостик прячем. Почему взяла веревочку, почему взяла розгу из двух? Во-первых, чтобы не сбивался у меня здесь рисунок. А во-вторых, хвостики легче прятать в конце. Так, дальше. Сейчас рядышком поставлю. Так. Вот. И мы вот эту вот трубочку длинную, которую вот мы сейчас обрезали, мы ее поставим вот сюда на место. На место нашей стойки будущей. Раз. И закрыла. Точно так же дальше здесь. Раз. И ту, которую обрезали, сразу вставляем вот сюда. Дальше. Раз. Оп. Достану апельсиновую палочку, мне не легче работать. Так, нашу вставляем. Завела, опустила, подрезала. Дальше. Следующую сюда вставляем. Так. Сюда. И подходим к нашему началу. Вот так. Эту подрезаем. Теперь смотрим, как нам что прятать. Раз, два, три. Видите, оно как бы сзаду наперед идет. Значит, и мы так прячем. Мы вот трубочка, которая у нас вот сзади, подрезаем и прячем за первой. Вот сюда. Первый наш хвостик. Мы его спрятаем, прячем вот туда. Готово. Дальше второй наш хвостик мы прячем за
сейчас покажу. Вот за второй. Вот сюда. И так чуть-чуть наперед, чтобы прикрывать все наши некрасивые места. И последняя наша. Подрезаем. И вот сюда. Вот. И хорошо туда проталкиваем. И вот так вот у нас получилось. Тут можно чуть-чуть подтянуть все. Вот и все. Так мы закрыли. Вот такая прелесть у нас получилась. Дальше, что я хочу сделать? Я хочу... Теперь давайте не так. Давайте разбираться будем с вот этими хвостами. Вот, которые у нас внизу. Вот этими. Варианта 2. Можно их все полностью обрезать, а можно завести вот так и сделать такие, как стежки. Но мне кажется, лучше их просто обрезать и все. Поэтому что я делаю? Вот первый ряд у меня веревочки из 3. Я прям между первым рядом и нижним их вот так срежу. Раз. Раз. И все. И вот туда вовнутрь, где мой клей, вот я уже найти его не могу. А где-то он у меня был. Вот вовнутрь мы вот туда капнем клея чуть-чуть, чтобы прихватить саму веревочку. Вернее, ну да, веревочку из 3. Все. Здесь поправляем, что нам не нравится. Но это еще не все. Мне этого мало. И что я решила сделать? У меня вот есть кусочек кожи. Я уже его подготовила. Сделала на нем отверстие. Мы сейчас с вами украсим. Покажу чем. Ой. Вот у меня есть такие ременные винты. Возьму один винт. И мы эту штучку сейчас туда прикрепим. Ну, понятное дело, это я вам сейчас показываю, как оно будет в готовом варианте. Еще я буду его параллельно грунтовать. Так, примеряем. Вот так. Сейчас я протолкну винтик вовнутрь. Выведу с обратной стороны. Вот так. Возьму ответку и где-то вот так. И привинчу. Все. И вот такая вот у нас красота получается. Вот. Понятное дело, декор вы уже свой, какой хотите, можете использовать. Это уже на ваше усмотрение. Так. Ну что, осталось нам поместить туда только наше полотенечко. И вот так вот оно будет у нас вертеться. Вот. Все. То есть
Бортик мне служит еще для того, чтобы само полотенце, вот низ полотенца, да, если бы без бортика, то когда он будет торчать, он может пачкать, вернее, будем так говорить, вытирать концом полотенца, если мало ли там стол где-то запачкался, еще что-то. А бортик он немножко предотвращает. Все, вот такая вот красота у нас получилась. Все, если будут вопросы, пишите, спрашивайте. На все обязательно вам с удовольствием отвечу. Во всяком случае, я стараюсь на все ваши вопросы отвечать. Вот так. Все, всем пока-пока. Это пока, кстати, первый вариант, а еще впереди 2. Пока.